Меня зовут Екатерина Смирнова, и мы рисуем осеннюю аллею. Я сделала небольшой эскиз, которому мы будем следовать. Цвета очень простые: синий, оранжевый, желтый, красный и черный. Бумага плотная, торшон, кисть колонковая, заостренная. Давайте установим линию горизонта. И первый цвет — это синий цвет для фона. Я использую приличное количество воды, чтобы разбавить мою синюю краску, потому что я хочу, чтобы фон был очень гладкий и очень прозрачный. На переднем плане вы видите, что я пишу параллельные линии между деревьями. В то время, пока краска еще влажная, я применяю более интенсивный синий цвет. Вам нужно всегда помнить, что когда ваша акварель высохнет, она станет намного более бледной. Поэтому иногда вам нужно будет сделать ее более интенсивной. И давайте рассмотрим перспективу. Аллея должна сужаться в конце. Это наш центр. Следующие цвета теплые: оранжевый, желтый и темно-красный для листьев деревьев. Я использую мою кисть очень свободно. Это помогает создать эффект ветвей деревьев. И я также варьирую цвета. Это не только один цвет все время. Иногда желтый, иногда более темный, красный. Я стараюсь получить массу удовольствия. Излишки воды я могу собрать влажным полотенцем. Самое главное, что я бы хотела вам порекомендовать, это наслаждаться процессом, потому что живопись – это медитативная деятельность. И вам нужно научиться наслаждаться своей работой, чтобы сделать ее более успешной. Обратите внимание, как я держу свою кисть, когда пишу листья, падающие на землю. Она всегда параллельна. Это поможет вам создать более визуальную перспективную ориентацию. Теперь я смешиваю темно-красный и оранжевый цвета, чтобы добавить детали деревьев. Темные и светлые цвета всегда идут вместе, и вам нужно немного поиграть с ними. В конце переулка есть очень слабый фиолетовый оттенок. Путем смешивания темного, красного и синего вы можете достичь этот цвет. И уберите излишки краски сухой кисточкой. Теперь добавьте немного более желтого для яркости деревьев. Следующий шаг – полностью просушите свою картину. Возьмите черный цвет и смешайте его с синим или темно-красным. Дальние деревья мне нужно сделать намного более прозрачными, чем те, которые ближе. Мне нужно будет писать более интенсивнее. Используя кончик кисти, едва касаясь поверхности бумаги, я пишу деревья в конце аллеи. На каждом шагу этой картины я применяю правила перспективы. Дальние объекты намного меньше, чем те, которые ближе, и гораздо более прозрачные. Когда я работаю над деревьями, которые визуально ближе, я использую более темный цвет, пока я не доберусь до передних деревьев, и затем вам нужно использовать более плотный цвет. Возможно, лучше писать подобные работы на открытом воздухе. Это называется пленэр, поскольку там вы можете смотреть на реальные деревья и создать формы, которые похожи на действительность. Но если вы пишете дома, я рекомендую вам не копировать меня точно, а создать свои собственные деревья. Тот же черный я использую, чтобы сделать акценты на земле. И вы, наверное, заметили, что я всегда использую
бумажную салфетку, чтобы промокнуть излишки краски на моей кисти. Используйте не один цвет, смешивайте разные цвета. В этом случае я добавляю синий. Это дает эффект влажного дня. Я добавляю несколько небольших деталей для фона, добавив некоторые из деревьев. Вы можете добавить столько деталей, сколько хотите. Вам решать, когда картина будет завершена. Посмотрите, здесь я добавляю немного больше красного цвета. И на этом остановлюсь. Получился легкий набросок, прозрачной акварелью. Но вы можете пойти дальше. Для этого я создала для вас вторую часть этого мастер-класса. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, будет больше видео. Найдите меня на Twitter, Pinterest, Instagram. Все ссылки добавлены в комментариях к этому видео. И, конечно, навестите мой сайт ekaterina-smirnova.com.